всякие фестивали, пати. У него плотная такая ткань с матовым блеском, мне очень нравится, а шорты очень тянутся. Это, кстати, очень удобно, правда? Но, наверное, больше всего мне понравился парик, который мне прислали. У него такой натуральный красивый оттенок коричневого, ну, шоколадного. В общем, мне очень нравится оттенок. У него нет градиента, у него просто есть вот эти красные пряди. Получается переход цвета такой от темного к красному. Но самое главное, это волокно. Оно очень гладкое и при этом не блестит. В общем, очень приятное на ощупь. Прям реально классное. Обязательно заглядывайте к ним на сайт. Если вы будете что-то покупать, обязательно используйте мой промокод. С помощью него вы сможете сэкономить, а также помочь мне. Удачных покупок! Чего-чего? Сальто, смета. Какая же это скучная бумажная работа. Нужно найти себе занятие повеселее. Но ведь клиентов нету. А может быть, попридумать пока стихи, песенки. Еле чурал, заболел, а второй на то смотрел. Нужно еще придумать. Третий снадобье искал, а четвертый помогал. Пятый помер, а шестой его поднял. Надо будет кому-нибудь спеть эту песенку. Может, оценят. Когда же уже будут клиенты? Раз клиент, два клиент, три клиент. Безделье хуже смерти. Тоска и правда смертная. Оя, оя, оя. Добро пожаловать. Да, проходите, да, конечно. А вот сюда присаживайтесь, да, конечно.
Все-таки, может, чаю? Ладно, без чая, я поняла. Так вот, мы решаем, как будет проходить церемония, да, какие цвета, и все в таком духе. Мы все с вами продумаем, записываем, оформляем договор, и вы оплачиваете сумму, которая в будущем не поменяется, и у вас на руках будет сертификат, а также второй сертификат будет лежать у нас в похоронном бюро. Да, получается, даже если цены изменятся или что-то, ну, там, с вами, ну, мы же не знаем, когда все произойдет. Может быть, через лет 50, всякое может быть, а может лет через 70. Вот, и цены никак не изменятся, и вам ничего не придется доплачивать, ну, точнее, вашим друзьям и родственникам. Вот, все по фиксированной цене. Это супер предложение только для вас. Я как хозяйка могу такое предложить, да? Ну, это очень выгодно. Тем более я вижу по вашей форме, что вы из гильдии приключений, не так ли? И вижу у вас много шрамов. Значит, вы постоянно ходите на задания, да? И, судя по всему, сражаетесь. Вот, и вам нужно быть уверенным. А мало ли что случится. А вдруг так случится, что у вас не будет и ни родственников, ни друзей в тот момент. Всякое может быть. Поэтому мы все сделаем за вас. Все-таки в Льве такие традиции, что похоронные ритуалы и церемония должна быть огромной. Ну, пожалуйста, послушайте. Важно еще отметить, что наше ритуальное бюро Ван Шен уже на протяжении многих лет не получало никаких плохих отзывов. Ни с одной стороны, ни с другой. Ну, на нас лежит двойная ответственность. Да, конечно. Что значит две стороны? Ну, это уже небольшой секрет. Ну, вам это знать не стоит. Меньше знаешь, крепче спишь. Так вот, давайте приступим к обсуждению. Вы хотя бы послушайте. Если вам понравится, мы заключим контракт. Хорошо? Ну, например, для начала, в каких цветах вы бы хотели видеть свою церемонию? Ну, знаете, обычно используется традиционно белый цвет, либо сдержанные темные оттенки. Яркие обычно не приветствуются, да? Так, хорошо. Так, хорошо, давайте я все это буду записывать, конечно. Цвет еще раз. Так. Да. Ваши родственники, да, в этих цветах будут, да, близкие, да. Также приглашение, да. Ну, конечно, мы делаем приглашение. Мы делаем от 1000 приглашений. Ну, у нас такие традиции, что на похоронах должно быть как можно больше людей. Даже не обязательно, чтобы они были вам супер близкие. Чем больше людей, тем лучше. Как я уже сказала, тем лучше.
Какие запахи вам нравятся? Могу посоветовать вам глазурную лилию. Да, прекрасный аромат и очень редкие цветы на данный момент. Возможно, в будущем они еще станут дороже, но вы же заплатите фиксированную сумму. Вот, уже выгода. Так, ну тогда глазурные лилии. Так, и еще вопрос, из какой древесины вы хотите ваш гроб? Простите, если вам не нравятся такие слова, но нужно быть реалистами и смотреть на все вещи здраво. Смерть это не так уж и страшно, поверьте мне. Ну, древесина разная бывает. Вы хотите кремацию? Отличный выбор. Тогда кремация, конечно, это еще лучше, чем погребение, да. Так, тогда с гробом, с древесиной решено. Выбираем самое дешевое, которое лучше всего горит. Так. Ну, зачем вам какая-то особенная древесина? Она же все равно будет кремирована. Что ж там дальше-то было? Обивку какую хотите? Тоже, я думаю, смысла не имеет, да? Ну, тоже сгорит. Я думаю, вам будет все равно мягко, не мягко. Так, обивка самая простая, под цвет тот, который вы выбрали. Отлично. Так, насчет вашего внешнего вида. Одежда, какую вы хотите в традиционном стиле? В форме вот этой вот гильдии приключений. Ну, конечно, я могу это записать как ваше желание, но нужно иметь запасной вариант, потому что, опять же, мы не знаем, сколько пройдет времени. И, понимаете, эта одежда уже может, ну, вы можете уже ее не носить и даже не состоять в гильдии, да? Тогда традиционно. В тех же оттенках. Отлично. Но если будет возможность в форме, конечно, конечно, любое ваше пожелание. Так, и лицо, какой-то специфический макияж, крем хотите? Ну, мы можем сделать вам любой яркий макияж, что-то даже нарисовать на вашем лице. Минимальное хотите? Вообще не хотите? Нет, минимально все равно входит в стоимость, потому что, ну, знаете, с вами может всякое приключиться, и мы всегда восстанавливаем лицо. Да, это очень важно, потому что вы будете под стеклом. Да, у вас гроб не полностью не деревянный, вы будете под стеклом, и с вами будут подходить и прощаться, поэтому вы должны выглядеть просто замечательно. Все-таки вы в другой мир отходите, да, поэтому мы восстанавливаем цвет лица, форму лица, иногда и такое бывает, ну, тем более вы из гильдии приключений, думаю, в вашем случае могут быть всякие травмы, да, но вам повезло, и вы заплатите по фиксированной сумме. Видите, какая экономия? Так, минимальный, такой натуральный. Но, кстати, если вдруг у вас что-то изменится в предпочтениях, вы всегда можете прийти к нам и поменять. Ну, тогда, наверное, придется доплатить в некоторых моментах, конечно. Но если вдруг вы хотите с минимального на сильный макияж, вот, и ваза, это тоже важно, так как у нас будет кремирование, нам нужна ваза. Обычно эту вазу тоже погребает, либо мы отдаем кому-нибудь из ваших близких, и он развеет прах над морем. Ну или это можем сделать мы, конечно, да. Ну, вазу тоже можно выбрать разную, дорогую, дешевенькую. Но если вы будете развивать прах, я думаю, вам не важно, какая ваза, да?
развеять прах. Отличная идея. Сэкономим на погребении, да. Так, сейчас что-то запишу. И сейчас покажу вам пример самой простецкой и дешевой вазы. Вот такая вот небольшая ваза. Вот. Самая обычная. Но так как мы будем развивать а не погребать, я думаю, вам без разницы. Отлично. С вазой определились. Отлично. Так, давайте я сейчас вам сделаю замер. Ну, замеры нужны для вашей одежды, как минимум, да, традиционной, и для вашего последнего пристанища в виде гроба. Ну, я, конечно, понимаю, что вы можете со временем измениться, но это опять же выгода моего специального предложения, потому что вы можете стать шире, скажем так, больше. Ну, длину вряд ли, конечно, уже, но в ширину так точно. И гроб придется делать больше, но вы заплатите за размер гроба и одежды по размерам, которые у вас сейчас. Даже если вы потом станете больше, вам не придется доплачивать. Давайте я сейчас сделаю замеры. Так. Ой, вы что, стесняетесь? Да бросьте вы. Я потом и не такое буду делать, когда придет день. Ну, ладно, забудьте. Так, сначала просто ширину. Ну, ширина будет такая. Могу сказать вам, что у вас будет один из самых экономных вариантов. Так, и по росту, да. Ну, по длине уже, конечно, побольше, да. И для одежды сейчас мерки возьмем. Так. Грудь такая. Давайте талию теперь. Супер много точных мерок я не буду брать, потому что, опять же, вы можете измениться еще 10 раз за все это время. Поэтому сейчас я пишу ваши мерки, ваш примерный размер одежды и гроба. Вам повезло, это получается не так уж и дорого. Так, я все записала, ваши мерки, размеры. Пока я отдам своему ассистенту это, чтобы он составил договор. А пока могу вам рассказать, что означает мое имя Худао. Хоронить умерших трупов абсолютно обязательно.
вам все равно там не будет жечь. Ну, сейчас, конечно, будет жечь, но там потом нет. Ну, это заодно и окажет такой немножко эффект, что у вас живые губы. Так, нанесу это кистью. Так. Вот так губы сделайте. Еще. Так, ой. Ну, сейчас-то, конечно, я могу вас попросить так сделать, а там потом я все кистью буду разносить. Сейчас просто, чтобы быстрее все вышло. Все. Вот, кстати, зеркало, да, вы можете посмотреться. Выглядит очень натурально. Яркости, конечно, прибавилось, но выглядит натурально. Ну да, конечно, ярче, чем обычно, но вы и там будете бледнее, чем обычно. Следующей немаловажной частью является вот это. Этим я вам буду прорисовывать брови. Зачем? Ну, понимаете, у некоторых брови к старости могут посидеть или просто выпасть со временем, и нужно их подкрашивать, да, опять же, чтобы вы выглядели более живым. Ну, или просто пробелы в бровях, да. Все-таки брови — это рамка нашего лица, поэтому это тоже очень важно. Это обычный уголек. Так как у вас сейчас все с бровями нормально, я просто немножко придам им яркости. Или вы хотите, чтобы я вам нарисовала какую-то форму? Прямую, треугольную, кружочком. Обычно. Скучновато, конечно. Ну ладно. Клиент, его запросы самое главное, да. Так. Ну как? Смотрите. Я же говорила, все будет отлично. Ну как, вам понравилась моя услуга? Подпишите договор. Отлично. Сейчас только нужно дождаться моего ассистента. Ты уже закончил? Спасибо большое. Так, мне сейчас нужно проверить этот документ. Все ли правильно сделал мой ассистент, да? Вы пока посидите, да? Раз уж вы от чая отказались, просто сидите. Так. Тут ошибочка. Ассистент все-таки еще новенький, поэтому нужно проверять за ним. Еще одна ошибка. Ему нужно быть внимательнее. Простите, я сейчас все исправлю. Юм-юм-юм-юм-юм-юм-юм. Бумажная работа — это так скучно. Что? Нет, я ничего не говорила. Еле чурал, заболел, а второй на то смотрел, третий снадобье искал, а четвертый помогал, пятый помер, а шестой его поднял. Все, документ готов. Вам осталось только подписать. Да. Сейчас вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь, да. И еще вот здесь печать свою именную поставьте, пожалуйста. У вас нет такой печати? Обычно у всех Львея есть. Ну ладно, давайте без вашей печати. Отлично. Сейчас я опять отдам это ассистенту, чтобы он сделал копию. Копия будет находиться у вас, а оригинал хранится в нашем бюро. Не бойтесь, если вы даже потеряете ваш сертификат, договор, ничего страшного. У нас он всегда будет под надежным
может быть, кстати, вы поможете мне наладить связи с гильдией приключений, а я сделаю огромную скидку. Ну, конечно, разом столько клиентов, ведь в гильдии состоит множество людей, и со всеми ними может что-то произойти. Нет, я не желаю никому зла. Ну, нужно быть готовым ко всему, как опять я сказала. Все, верно, да? Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Возможно, все-таки оформим вам акцию 2 по цене одного, да. Конечно, для вас это предложение будет все еще актуально. А также хочу вам дать вот такой вот небольшой амулетик. Там внутри еще благовоние как раз из глазурной лилии. Это на счастье оберег, да? Нет, ничего с вами не случится. Это наоборот будет вам помогать. Что? От злых духов? Нет. Я могу